Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. Есть в нашем городе места, буквально пропитанные историей. И пусть эта история криминальная, а исторические персонажи – преступники, но это наша история. История Харькова. Искренняя любовь преступников к железнодорожным вокзалам обозначилась с появлением этих самых вокзалов. Почему криминалитет самых разных мастей так тяготеет к вокзалам? Наверное, лучше всего причину этого явления описали Ильф и Петров в своем творении «12 стульев». С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе, он пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Всем нам, независимо от благосостояния и рода занятий, приходится перемещаться на поездах. И все мы переживали эту трансформацию, превращение из обычного человека в пассажира. Пассажир – легкодоступная потенциальная жертва, не обязательно находящаяся в процессе движения, но имеющая денежные средства и просто мечтающая в кавычках ими поделиться. Почему уже во время поездки, а чаще после, почти у каждого пассажира всплывает навязчивый вопрос: как я мог так лохануться? Начиная с переплаты за такси, купленные за 3 цены у перекупщиков билеты на популярное направление, оплаченную и с трудом выпитую коричневую жижу, которую тетка в форме проводника назвала кофе, за непонятно зачем купленный на перроне хот-дог с местами зеленой сосиской, заканчивая, возможно, потерей багажа или вообще крупным проигрышем в непонятную для вас игру в карты случайному попутчику по купе. Гениальные литературные родители Остапа Бендера ответили на этот вопрос так: вы в полосе отчуждения, и вы пассажир. Преступники любят пассажиров, а пассажиров больше всего на вокзале. Харьковский вокзал в советские времена – место не такое уж и опасное. Сложность постоянной работы для преступника на любом вокзале – это присутствие там представителей множества правоохранительных ведомств. Непосредственно за правопорядком следили сотрудники ЛОМа – линейного отделения милиции станции Харьков-Пассажирский. Но помимо сотрудников ЛОМа на вокзале могли и имели право появиться и сотрудники местного РОВД – Ленинского, на то время, сегодня это Холодногорского, на территории которого и находилось здание вокзала. Также по своим делам появлялись и представители городского и областного управления МВД. А учитывая, что вокзал считался стратегическим объектом, например, так же как и сегодня, могли заглянуть и всемогущие гэбисты, сотрудники КГБ. И любой из этих сотрудников, если окажется рядом в момент совершения преступления, может задержать злоумышленника. Но несмотря ни на что, вокзальная преступность процветала. Самые часто совершаемые преступления в те времена – вокзальные и поездные кражи. Площадники или майданники – воры, специализирующиеся на краже багажа. Среди майданщиков были, например, такие, кто орудовал преимущественно на вокзалах, в толчее, во время посадки. Основной добычей здесь являются чемоданы, на блатном языке – углы, корзины, скрипухи, баулы, сумки и прочий багаж. Крутить углы, воровать чемоданы на вокзале. Присматривая очередную жертву, вокзальный майданник исходил из простого вывода: чем больше у человека вещей, тем труднее ему за ними уследить. Порой кражи выполнялись так чисто, что о пропаже сумки с вещами потерпевший узнавал только прибыв на место и пересчитав багаж. Криминальный мир не может без легенд. Так до нас дошла легенда о харьковском майданнике по прозвищу Копыта, придумавшем способ дуплет, который применялся, да и сейчас, говорят, где-то применяется, чуть ли не с начала прошлого века. Для дуплета используется фальшивый чемодан, состоящий из специального полого каркаса, обтянутого сверху дермантином или кожей. Стоит только какому-нибудь пассажиру опустить свой багаж на землю и отвернуться хотя бы на считанные секунды, в то же время возле него появляется вор,
который ловко накрывает чужой чемодан своим, фальшивым, и спокойно, обязательно спокойно, не торопясь, даже с достоинством, уносит добычу практически на глазах недоумевающего владельца. Эффект от краж с помощью дуплета всегда потрясающий. Вот буквально мгновение назад чемодан был у ваших ног и вдруг испарился. Были еще маршрутчики. Это те, кто крал непосредственно из вагонов, дождавшись, когда попутчики уснут. Некоторые из них умудрялись залазить в окна вагонов на ходу, с крыши или снизу из ящиков для животных. А вот для карманников вокзал не был хлебным из-за специфики контингента. Дело в том, что в поездке все старались основную сумму денег спрятать понадежней. Иногда, ну уж очень надежно, например, в нижнем белье. И несмотря на постоянное наличие высококлассных специалистов по карманной тяге, в городе карманники предпочитали работать на многочисленных харьковских рынках. На крохотной улочке Третий Усовский въезд, на расстоянии всего в 150 метров от здания вокзала через улицу Полтавский шлях, еще сохранилось здание бывшей пивной, построенное в 1950-х годах. По рассказам старожилов, именно эта пивная, называемая Усовка, была местом встречи всех вокзальных воров. Преимущество этого места было в том, что в советские времена административная граница двух районов города, Ленинского и Октябрьского, проходила именно по улице Полтавский шлях, тогда Свердлова, что было очень удобно. Совершив кражу на территории вокзала, жулики с чистой душой шли обмывать удачное дело на Усовку. Обычно сотрудники одного райотдела не вели разыскных действий в пределах другого района. В конце 1980-х, начале 1990-х наше общество стремительно двинулось от социализма и принципа «все общее, а значит ничего» к капитализму и частной собственности. На территории вокзала появился первый кооперативный туалет как предвестник новых экономических отношений. А в билетном зале поставили первые игровые автоматы примитивных одноруких бандитов. И хотя видавшие виды автоматы были настроены так, что выиграть на них было почти нереально, иногда из желающих поиграть на них выстраивалась очередь. В 1989 году в бывшей комнате забытых вещей открылось первое кооперативное кафе у Галины, которое чуть позже стало круглосуточным. То, что в городе появилось место, куда можно было приехать в любое время суток, сделало это невзрачное заведение с интерьером наливайки суперпопулярным. Уважаемые и обеспеченные горожане не брезговали выпить и закусить в этом подвальном кафе, особенно в неурочное ночное время. Но по мере открытия новых заведений в городе с лучшим обслуживанием состоятельная публика постепенно отошла, а кафе превратилось в вокзальный притон с вечно пьяными вокзальными аборигенами и с реальной возможностью быть ограбленным. Уже с 1989 года на территории, прилегающей к вокзалу, появляются лохотронщики всевозможных специализаций. Помимо наперсточников, на Южном вокзале в начале 90-х можно было увидеть практически все игры, объединенные понятием лохотрон. Подсечка, рулетка, карандаши, мыльницы, фантики и многое другое. В период расцвета этого бизнеса в 1991-1995 годах на всей территории вокзала одновременно могло работать до 20 бригад. В те времена вокзал был центром нелегального и полулегального бизнеса города, а в местной пиццерии можно было увидеть за деловыми переговорами самых уважаемых в определенных кругах людей Харькова. Был в этот период и реальный человек, которого знающие люди называли старожилом вокзала, а иногда и хозяином, а позже назвали и легендой. Аферист с середины 80-х прошлого века и до 10-х годов этого века, работавший на вокзале по краму. Классическая уличная афера, когда показывают, засвечивают одну вещь, как правило качественную, а продают дешевку.
Венгр в течение четверти века каждый день выходил на работу на вокзал и за это время стал легендой вокзала. Без него нельзя было решить ни один серьезный вопрос, причем не только по вокзалу, но и в городе. А венгр, в свою очередь, своеобразно следил за порядком на территории. Имея богатейший криминальный опыт, он сразу замечал гастролеров и не позволял таким чужакам ломать годами построенный бизнес. Решалось все через милиционеров, сотрудников Лома. Но надо отдать должное Михалычу, живущему по понятиям, с его подач никого из залетных не посадили. Их просто наказывали, иногда деньгами, иногда и физически, но так, чтобы даже не возникало желания вернуться. Первый серьезный удар по вокзалу Харьков-Пассажирский нанесла пандемия. Закрытые входы, местные кафе и обменки. И нереальное, казалось бы, отсутствие представителей криминалитета. Полномасштабная война вокзал добила. После того, как в начале войны наш вокзал пережил жуткие эмоции тысяч людей, убегающих от войны, количество пассажиров катастрофически уменьшилось. Вокзал жив, ходят поезда, харьковчане уезжают и приезжают, все так же на электричке спешат дачники. Вот только нет проезжающих, транзитников. Теперь станция Харьков-Пассажирский практически тупиковая.